Здравствуйте, дорогие друзья! О, сколько нам открытий чудных готовит вокальное искусство, которое, оказывается, очень часто пересекается с медициной. Кстати, этот выпуск мы с Кисей записываем с третьей попытки. Может быть, судьба хотела, чтобы я добавила фрагмент, который станет последним в этом видео о медицине в знаменитейшей композиции Майкла Джексона. Итак, начинаем. Недавняя пандемия, больше чем на год посадившая весь мир под домашний арест, унесла миллионы жизней, а миллионам причинила значительный вред здоровью. У большинства очень пострадала дыхательная система, и требовалось разработать и популяризировать комплекс мер по ее реабилитации. К этому подключились не только врачи, но те, для кого дыхание является неотъемлемой частью профессии – оперные певцы. Некоторые оперные театры на своих сайтах выложили онлайн-курсы, записанные солистами. Шотландская опера представила курс еженедельных упражнений, направленных на реабилитацию системы дыхания после COVID-19 и формирование контроля за дыхательными мышцами. Также в курсе имелись упражнения на снятие мышечного гипертонуса, восстановление голоса, улучшение осанки. В июне 2020-го аналогичную программу, разработанную певцами совместно с врачами, запустила английская национальная опера. Идея заключалась в том, чтобы вокальные и дыхательные техники, используемые певцами, упростить и адаптировать для людей, которые восстанавливаются после перенесенного тяжелого заболевания. Особенной категорией в программе стали колыбельные, оказывающие очень благоприятное воздействие на голос и дыхание благодаря своему плавному и размеренному течению. Лунные поляны, ночь как день светла. Вдохновившись примером английской оперы, опера Монреаля совместно с Монреальским институтом клинических исследований запустила свою программу. В нее, помимо вокальных упражнений для голоса и дыхания, были интегрированы элементы йоги. В целом получился курс, ориентированный на освоение техники глубокого дыхания, обеспечивающего максимальную вентиляцию легких. Система, также включающая в себя упражнения для восстановления голосовой функции, направлена на снятие физического и психоэмоционального напряжения. В Англии существует британский легочный фонд, организация, деятельность которой направлена на борьбу с заболеваниями системы дыхания. Эта организация отмечает положительный эффект, который имеет внедрение сугубо вокальных практик с поправками в повседневную жизнь обычных людей. По их мнению, это может оказывать настоящий физиотерапевтический эффект, все то же улучшение вентиляции легких, а повышение контроля над дыханием за счет направления внимания в заданную сторону способно снимать чувство тревоги и беспокойства, прямо как мой голос сейчас. Впрочем, чтобы испытать на себе положительное воздействие пения, не стоит дожидаться очередной пандемии и домашнего ареста. Вы можете записаться на уроки вокала прямо сейчас. Ссылка для занятий со мной в описании к ролику. Раз уж речь зашла про дыхание. Дыхание является одним из критериев для оценки состояния организма. И все мы знаем, что просто дышать гораздо легче, чем дышать и говорить, а дышать и говорить проще, чем дышать и петь. Дыхание в пении для организма более трудозатратно, так как певческий выдох даже у непрофессионала должен быть длиннее, ровнее, устойчивее. В противном случае утратится характерная для этого вида деятельности связность и гибкость звука. ВОЗ положила эту разницу в дыхании в основу трехступенчатой системы оценки физической нагрузки. Критерии следующие. Физическая нагрузка низкой интенсивности – это такая, при которой человек может свободно говорить и петь. При умеренной или средней нагрузке способность петь пропадает, остается способность говорить.
При высокоинтенсивной физической нагрузке человек не может ни петь, ни говорить. А какие нагрузки выдерживаете вы? Помню, в детстве моя 7-летняя подружка Надя про песню Аллы Пугачевой «Без меня» говорила, что это «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом», намекает, что герой без врачебной помощи героини останется недолеченным и качество его жизни будет значительно снижено. Довольно непростая ассоциация, а ведь существует очень много настоящих врачебных песен у Высоцкого, Розенбаума и других авторов-исполнителей. Это тематическое наследие старшего жанра – оперы. По подсчетам исследователей, персонажи-врачи фигурируют в 10% оперных сюжетов. Довольно известны медики из оперы Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» о летчике Моресьеве. Известны они тем, что поют «Резать к чертовой матери!» не дожидаясь перитонитов. Ну, почти так. Резать немедленно, надо резать, иначе погибнешь. Упоминаются эти медики в саркастичном ключе, как пример будто бы откровенного стёба автора над советским строем, который диктует ему, как и о чем писать. Но что характерно, рассуждают об этом люди, которые никогда не слышали не только эту оперу, но и оперу вообще, не понимают специфику жанра и его особенностей, а в то же самое время изумляются, что вполне житейские сюжеты и события могут быть положены на музыку в таком масштабе. Оставим это на их совести. Не во всех операх врачи – это мрачные профессионалы. Совсем не такой, например, странствующий лекарь Дулькамара из любовного напитка Доницетти. Этот лекарь торгует чудодейственными эликсирами буквально от всего. Под видом любовного напитка он продает простакуне Марина бутылку Бордо. Ты, юноша гонимый, коль хочешь быть любимым, любовный мой напиток, да мне дорог он ценой. Чары любовного зелья должны подействовать на девушку, в которую Немарина влюблен, через сутки. Закручивается целая череда событий, которая в итоге приводит к желанной свадьбе. А Дулькамара объявляет, что это все его любовный напиток. Конечно, там, где есть врачи, есть и болезни. Особенную категорию оперных заболеваний составляют душевные болезни. Счет опер, где персонажи сходят с ума, идет на сотни. Одни из самых знаменитых – «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Гамлет» Тома, «Линда ди Шамуни» Доницетти. Но тема безумия в опере так широка и интересна, что достойна отдельного выпуска, и, несомненно, он будет. Потому подписывайтесь на канал, чтобы своевременно получать уведомления. И, как говорит небезызвестный Клим Саныч Жуков, и тем не менее сейчас состоится интеграция. Меня с самой собой? Студенты, внимание! Не знаете, как написать самостоятельно курсовую, диплом, введение, заключение, цели, задачи, где взять литературу для библиографического списка? Научный руководитель не проверяет работу и не объясняет ошибки? Я помогу вам. Я кандидат наук и доцент одного из московских университетов. И, конечно, я научный руководитель. Каждый год под моим началом пишут десятки курсовых и дипломов. И в целом счет этих работ уже идет на сотни. Кстати, все они успешно защищены, а многие даже получили особенное одобрение от комиссии. Ко мне за помощью регулярно обращаются и чужие студенты тоже. Теперь можете обратиться и вы. Я написала специальный гайд, в котором собрала ответы на самые распространенные студенческие вопросы. Да, я музыкант, певица, но технология написания курсовых и дипломных работ едина для всех. Одинаковы те требования, которые к ним предъявляются, и те проблемы, с которыми сталкиваются студенты самых разных специальностей. Потому в моем гайде каждый из вас найдет что-то полезное и для себя. Там есть информация о том, как составить план, как выбрать популярную тему, как написать введение, заключение, актуальность, те самые мучительные объекты и предмет, где взять литературу. Также там есть очень ценные лайфхаки
и анализ самых распространенных ошибок. Обратите внимание, у гайда есть два варианта – междисциплинарный и музыкальный. Кстати, у музыкантов именно сейчас есть уникальная возможность попасть ко мне на личную персональную консультацию, в которой я проведу разбор конкретно вашей работы. Прямо сейчас переходите по QR-коду или по ссылке в описании к ролику, чтобы оформить покупку. Устройте себе приятный новогодний подарок в виде защищенной курсовой. В начале ролика я обещала закрыть его рассказом о композиции Майкла Джексона, медицинской. Ссылка на нее будет где-то вот тут. Композиция первоначально задумывалась как часть гангстерской серии песен. Там, где есть гангстеры, есть ранения и убийства, а от этого до медицинской тематики уже рукой подать. Знаете, что это такое? Это настоящий стук сердца Майкла, записанный доктором Эриком Шерленом. Довольно нетривиальное начало для песни, которая, казалось бы, не оставляет места для интриги, сразу раскрывает все карты. С другой стороны, стук человеческого сердца побуждает слушателя сопереживать и с первой секунды войти в состояние волнения. А переживать есть от чего. В композиции Майкл рассказывает об убийстве девушки Энни, и текст смена местоимений в нем позволяет слушателю почувствовать себя убийцей, свидетелем преступления и самой жертвой, той самой Энни. Припев построен на многократном повторении «Аню ели волки, Аню волки ели». Но никаких волков там нет. На самом деле это не что иное, как «Энни, are you okay?» Именно эта фраза делает композицию по-настоящему медицинской. В студии, где Джексон записывал альбом, хранилась кукла Энни, манекен, который используется во многих странах для обучения приемам сердечно-легочной реанимации. Этот манекен называют самой целуемой девушкой в мире, и для него использован слепок с лица вполне реальной девушки, утопленницы, выловленной в сене еще в конце 19 столетия. Кстати, образ незнакомки из сены является крайне тиражируемым в искусстве, и ссылку на статью я тоже оставлю в описании к ролику. Фраза «Annie, are you okay?» не свободная фантазия Джексона на тему, а тоже часть отработанной процедуры реанимации. Эту фразу произносят для того, чтобы убедиться в наличии сознания у пострадавшего. Джексон в композиции логически подкрепляет и эту сюжетную веточку, так как внутри текста песни далее упоминается проверка пульса и искусственное дыхание. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, но верно переделать эту мысль. Талантливый человек всегда умеет подчинить неожиданный материал своей творческой цели, как Майкл Джексон. А на сегодня все. До новых встреч! Я научу вас любить вокал. И Кися тоже. Да, Кися? Так и будем сидеть полчаса? Да? Ну ладно.